Добрый день, дорогой наш инопланетный гость, и добрый день, дорогие зрители. Мы продолжаем наши обзоры наших сделок, наших входов, нашего анализа и все, что мы делаем в рамках эксперимента, который длится уже больше 2 месяцев. Мы сделали короткую паузу ввиду того, как инопланетный гость посещал свою планету. Сейчас он возвращается к нам и расскажет нам, как обстоят дела с его торговлей. Ну, а я потом сделаю короткий обзор того, как я анализирую монету Magic, и посмотрим на биткоин и капитализацию рынка. Тебе слово, дорогой. Да, наш эксперимент мы стартанули 73 дня назад. Результативность сейчас у меня просела, конечно, пока показывается 35% за вот 73 дня. Пока сижу в той сделке, которую открыл достаточно давно. Торгую я на Bybit монетой Link. Да, мы видим, мой заход был вот в этом районе. И сейчас цена продолжает колебаться вот где-то в районе 13,1. 13,1 чуть больше, и вот так вот продолжается уже достаточно долго. Жду монету по 12,9, чтобы закрыть эту сделку и зафиксировать прибыль. Дополнительно подторговываю Mavic, постоянно его шарчу, и получается достаточно неплохо, потому что робот поделился своей насмотренностью и своим опытом по Магику, где Magic тоже понижает свою стоимость, но, конечно же, без особых рисков, стараюсь мелкими сделками заходить и фиксироваться. Отлично. Ну, глядя на тот график, который я сейчас вижу на линке, и можно сказать, что такая большая колбаса, назовем ее так, это накопление, которое, ну, с моей точки зрения, может расторговаться и вверх, в зависимости от того, как поведет себя рынок. Но мне кажется, что все-таки в выходные тебе, возможно, повезет в этом плане, и манипуляция будет вниз. Но это не точно, и я поделюсь, опять же, поскольку ты сказал, что подторговываешь магиком, поделюсь своим видением, что я сейчас вижу на магике, и мы с тобой продолжим обзор рынка. Я надеюсь, видно то, что я... Да, все появилось. Здесь было прорисовано мною буквально некоторое время назад 2 варианта развития событий. Как я уже говорил, свою шортовую позицию, которую я пока никак не закрываю, я отторговываю лонгами. И вот сейчас я взял вот такой вот лонг. Объяснение, я надеюсь, что многие, кто смотрит нас постоянно, будут для них понятны, почему здесь у меня было 2 таких варианта развития событий. Ну а для тех, кто не часто смотрит, кто не знаком с теорией вот на рынке, как ведет себя цена в определенных местах, я постараюсь объяснить. У нас была точка, которую я отметил красной линией, как поход от этой точки к самой нижней точке данного ценового диапазона. Потом мы подошли, у нас была остановка цены в этом диапазоне, потом было пробитие, и здесь уже было понятно, что мы будем подниматься немного выше. Как минимум, если я перейду на младший таймфрейм, то будет видно, что здесь было подтверждение выхода, а если я перейду на старший таймфрейм, то будет видно, докуда мы идем. Идем мы, вот здесь будет точно такая же, но на часовом таймфрейме линия сопротивления, и здесь я ожидаю, что, ну, как минимум, нужно будет делать фиксацию. Вот так вот довольно несложно я определяю места слома. Это не всегда работает, но любой сетап, любая история на рынке, она либо работает, либо нет, и поэтому нужно работать со стопами. И здесь, что говорило за, да, что у нас был нисходящий тренд, который мы в моменте перешла история в консолидацию, потом было пробитие нижнего уровня, оно закончилось таким сквизом, да, снятием ликвидности, как это обычно называют, но сквиз, как правило, это не объективность цены, то есть цена попробовала пойти ниже, ее откупили, и, соответственно, мне это натолкнуло на мысль, что может быть возврат как минимум от торговки этой консолидации, как здесь уже сейчас видно, если провести эту линию дальше, да, и вот эту немножко вот так вот опустить, то видно, что мы торгуемся в одном ценовом диапазоне, из которого была попытка выхода, и мы вернулись обратно. Поэтому буду ожидать прихода цены сюда, а там уже буду дальше наблюдать. Возможно, вот эта история перенесется вот так, ну, а возможно, эта история перенесется вот так. Вот такой обзор по Мэджику. Ну, скажем так, вернусь, наверное, пока посмотрю линк, возможно, тебе это тоже будет полезно. По линку у меня здесь, если говорить паттернами, да, то похоже на такое
отдаленную голову плечи, которая, по идее, должна расторговаться вверх. Здесь я вижу, что мы строим консолидацию над точкой, откуда мы пошли к самому нижнему уровню, но у нас есть сопротивление из прошлого в виде вот этой вот зеленой линии, которую я когда-то провел, и видно, что реакция от этого места была уже неоднократная. Поэтому здесь, опять же, два пути. Либо мы оттолкнемся отсюда, придем сюда и потом продолжим падение, но либо, как я рисовал уже на прошлом, мы пробиваем эту линию, подтверждаем ее сверху и идем выше. Это будет не очень приятный для тебя сценарий, но вероятность такая тоже есть. И вероятность есть, потому что вероятность отработки сценария в плюс тебе есть, потому что я сейчас перейду на биткоин, и мы видим, что его доминация продолжает быть высокой, несмотря на то, что на 15 минутах видно, как она снижается, но тем не менее 65 это очень высокий показатель. Мы давным-давно уже ждем, что начнет снижаться доминация и альткоины будут показывать свои силы, но пока этого не происходит, будем ориентироваться на биткоин. А биткоин в данном случае строит консолидацию вот в таком вот условно нисходящем флаге. Ну, я так нарисовал, я художник, я так вижу, и мне кажется это обоснованным. Мы сейчас строим небольшую консолидацию на дневке над вот этим вот зеленым прерывистой линией у меня отмеченным уровнем. И, скажем так, если хорошенько присмотреться тут на меньшем таймфрейме, то у нас такая неопределенность в виде такой, опять же, нисходящего флага. То есть история повторяется только на меньшем таймфрейме. Еще один вот такой вот нисходящий флаг рисуется. И он, как видим, сейчас уперся в верхнюю зону, и, возможно, будет откат. Будет откат тестом вот этой вот зоны и закрепление под этой зоной. И будет мне говорить о походе ниже, да, вот где-то примерно о таком, если не более низком походе, поскольку здесь мы видим в районе вот этой черной линии есть имбаланс, вот этот вот оставленный ценой, и там, где я поставил цену, там тоже присутствует разрыв между тенью первой и третьей свечи. Поэтому вполне вероятный сценарий поход в район 102,7, 102,5, вот такого диапазона цены, поскольку у нас выходные, низкая ликвидность на рынке и возможны манипуляции. Что касается альт-сезона, да, у эфира тоже ситуация непростая. Если посмотреть на дневном таймфрейме, он рисует немножко другую фигуру, да, восходящий флаг, из которого мы выпали вниз, и на данном этапе такое складывается впечатление, что мы подтверждаем этот выход. И не пробив вот эту вот линию 2500, я думаю, что мы все-таки еще сходим вниз, поскольку здесь вот я вернусь к имбалансам, да, что имбалансы мы очень часто к ним возвращаемся, здесь он как раз-таки есть, вот имбаланс, можем к нему вернуться. Ну и линия поддержки здесь у меня в районе 2,262. Ну и опять же у меня есть 3 линии поддержки здесь, они все отмечены красным. К одной мы уже ходили, ко второй, к самому большому дневному имбалансу. Мы, в принципе, его коснулись, но он у нас еще до 1900 как минимум есть. Вот такие, все будет зависеть от того, что задумали люди, управляющие рынком. Ну, а мы будем просто наблюдать. Скажу, что капитализация повторяет ровно, ну, примерно такую же историю, как и биткоин. Да, у нее такой нисходящий флаг. Но надежды на то, что мы выше вот этой зеленой линии, которая является для меня уровнем смены тренда, поскольку отсюда мы пошли к самой верхней точке, и здесь мы сейчас подошли к моменту тестирования того места, откуда мы пошли к самой нижней точке. Поэтому такая ситуация у нас неопределенная, да, пробиваем здесь, идем выше, не пробиваем, идем ниже. Все просто, как обычно, и неопределенно. Интересно. Спасибо тебе тоже, что рассматриваешь те монеты, которые меня интересуют. Во-первых, Link, во-вторых, Magic. И, друзья, пишите в комментариях нам, какие монеты вас интересуют. Может, мы и сможем тоже воспользоваться временем эфира и проанализировать. Но вообще подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Встретимся уже в понедельник.